Глядя на первую часть «Отряда самоубийц», фильм, который накормил всех обещаниями удивить, поразить, что это команда из суперзлодеев, где нас ждет веселое, классное и увлекательное приключение, где злодеи налево и направо будут веселить зрителя отменным экшеном и смешными шутками, куда напичкали актерский состав из примечательных лиц, дополнительно подогреть интерес, а в сухом остатке вышла полная шляпа. И казалось бы, зачем? К примеру, пытаться не то что реанимироваться, реанимировать проект, типа переснимать первый фильм заново, и уж тем более снимать продолжение. Но собранная касса говорит об обратном. Первый фильм пропылесосил карманы зрителя почти на 800 миллионов баксов, и можно смело снимать следующее кино. И вот на лопате подано, кушайте, не обляпайтесь, вышел «Отряд самоубийц 2. Миссия на вылет». Это в одном лице попытка реанимации первой части и ее продолжения. Начало фильма — это кусок из трейлера, просто какие-то случайные суперзлодеи, Бумеранг, Человек-палка или как там его, и прочие безымянные, якобы важные персонажи, собраны в кучу и брошены на выполнение миссии. И чтобы зритель не встал и не ушел с кинозала со старта, эта миссия начинается где-то на 9-й минуте фильма. И приблизительно через минуту она заканчивается. Потому что все показанные злодеи, точнее где-то половина из них, просто умирают расстрелом в лицо или в туловище. Конечно же, сюжет у этого фильма не главное, потому что как только он пытается в повествование, он тут же провисает и сдувается. Юмор фильма «Отряд самоубийц 2», видимо, тоже не главное, потому что они похожи на «Харли, где ты была? Я ходила по большому». Диалоги и жестикуляции на высоте. Вы устанете слушать фразы «да пошел ты» и тыканье среднего пальца. Видимо, в это также вкладывали комичный эффект. Я вот честно просто не понимаю, как настолько адски деграднули, я не знаю, создатели кино, или это делается умышленно. Я совсем недавно смотрел пародийный фильм 1983 года «Заряженное оружие». Я просто поразился тому, насколько там от начала и до конца хорошо прописаны шутки, ситуации, пародийная составляющая. Да, возможно, не от начала и до конца валяешься под столом, но видно, что проделана работа, что старались. Тут же в «Отряде самоубийц 2» видно, что на это положен болт. Даже если отмести сюжет, юмор, диалоги, все это просто собрать, откинуть, выкинуть нахрен, остается якобы экшен, который выражается в тупом беспричинном месиве отряда полудурков, которые заходят в какую-то деревушку и убивают там всех. И дело даже не в смысле, зачем это было сделано. Смысла здесь тут ноль, от начала и до конца. Но раз в этой параше главное экшен, он тоже выполнен просто как полный пердеж в лужу. Безвкусно, грубо, в лоб, без какой-либо, страшно это произносить в одном названии с этим фильмом, без какой-либо оригинальности. Даже этой красоты в кровавой зарубе попросту нет. Я думаю, Рэмбо 4 интереснее смотреть, чем это. И еще важная деталь при просмотре: кажется, что это склейка каких-то трейлеров или не связанных между собой сцен. Тут даже структуры хода действий нет. Просто все подряд набросали, смешали, сделали салат-винегрет. А всякого рода откровения или предательства героев будут настолько понятны, пресны и предсказуемы, что тут никто не удивится. Да и вы забудете о них сразу же после того, как это произойдет. Но зрителю будет на это даже в меньшей мере насрать, чем было создателям этого, прости господи, кино. И самое обидное, что эта фигня из-под коня длится больше 2 часов. Очень жалко потраченного времени на это. Если вам нравятся шутки детсадовского уровня, хотя казалось бы фильм 18+, а шутки на уровне «смотри палец и смейся», а также тыканье факами, или кто-то стоит голый в трусах с полуэрегированным членом, а рядом скачет и орет человек, что боится крыс. Если вам нравится тупое грубое насилие, которое выполнено без щепотки стараний, если вы не можете сосредоточить внимание на чем-то дольше 10-15 секунд, тогда да, этот фильм «Отряд самоубийц 2. Миссия на вылет», он точно для вас. Не ведитесь на рейтинги критиков, потому что этот пенисный сырок, я про фильм «Отряд самоубийц 2», набрал какие-то дико высокие оценки, а живя в это время, что все покупается и продается и накручивается, на это сильно опираться не стоит. Я стою перед вами живой, непродажный человек, который за 5 минут разобрал все это от А до Я. Люди, у которых есть мозг, я это рекомендовать не могу, даже как просто, чтобы оно там где-то на фоне играло. А на этом все, до встречи, пока.